Они останавливаются на месте кровавой битвы, где лежат десятки убитых святых рыцарей. Рыцарь объясняет, что все они были убиты в мгновение ока всего 7 людьми, которых называют 7 смертными грехами. 10 лет спустя, недалеко от деревни Каин, по полю идет человек в полном рыцарском доспехе. В это время в баре «Кабанья голова» много посетителей, которые приходят выпить и перекусить. Хотя владелец бара говорит, что у них хорошая выпивка и ужасная еда. В бар врывается мужчина и заявляет, что видел печально известного рыцаря ржавчины. Один из посетителей бара говорит, что рыцарь ржавчины – это всего лишь выдумка, чтобы пугать детей и заставлять их вести себя хорошо. Он показывает объявление о розыске и объясняет, что 7 смертных грехов устроили резню среди святых рыцарей, включая великого магистра, 10 лет назад. Громкий скрип заставляет посетителей замолчать, и Хоук, говорящая свинья, говорит, что чувствует запах ржавчины. Дверь распахивается, и в бар входит огромная фигура в доспехах, заставляя посетителей выбежать. Фигура падает навзничь, и под ней оказывается без сознания лежащая девушка. Владелец приводит ее к себе в комнату и проверяет, действительно ли она девушка. Хоук очень расстраивается. Когда она приходит в себя, то спрашивает, что случилось и где она находится. Он отвечает, что она внезапно потеряла сознание в его баре. Он готовит для нее еду, и она соглашается, что еда ужасная, но все равно говорит, что она вкусная, и начинает плакать. Она объясняет, что ищет грехи. Снаружи рыцари из Леона требуют, чтобы их впустили, чтобы арестовать рыцаря ржавчины. А Леоне рассказывает о восстании, которое произошло 10 лет назад, и говорит, что не стоит недооценивать грехи. Его команда ему не верит. Рыцари снова кричат, чтобы рыцарь ржавчины вышел, и появляется Хоук, одетый в доспехи. А Леоне кричит на хозяина, расстроенный таким поворотом событий, а женщина пытается незаметно выйти из бара. Один из рыцарей замечает ее, и Алеоне просит их сообщить об этом Твига. Рыцари преследуют ее в лесу, и Алеоне думает, что если он ее поймает, то сможет стать учеником святого рыцаря. Но тут появляется Хоук и вырубает всех. Хозяин спрашивает, зачем она ищет грехи, и она отвечает, что пытается остановить святых рыцарей. Хоук спрашивает, почему она так думает, ведь святые рыцари – герои, которые защищают Леоне. Но женщина говорит, что король Бартра на самом деле не болен, и что святые рыцари устроили государственный переворот, чтобы начать войну. Она знает, что их считают преступниками, но грехи – ее единственная надежда остановить святых рыцарей. Внезапно Твига прорубает землю под ними, и они падают со скалы. Он приказывает остальным рыцарям написать отчет о пострадавших, но хозяин благополучно приземляется перед ними вместе с Хоуком, Леоном и женщиной. Твига узнает в серьге женщины знак королевской семьи и понимает, что она Элизабет, третья принцесса Леонеса. Элизабет, Хоук и хозяин убегают в лес, надеясь случайно убить ее. Твига пробирается через весь лес, и сотни деревьев падают под его натиском. Хозяин заслоняет Элизабет от удара своим телом. Но она подходит к Твига, чтобы сдаться, в надежде, что добрый незнакомец не погибнет из-за нее. Он снова ее защищает и представляется как Мелиодас. Алеон просыпается и ищет Мелиодаса, но рыцарь говорит ему, что Твига справится сам. Но Алеон говорит, что им стоит волноваться, потому что он узнал татуировку дракона на руке Мелиодаса. Твига нападает на Мелиодаса сзади, но в итоге сам получает ранение. Мелиодас встает, и Твига узнает его и спрашивает, почему он выглядит точно так же. Твига снова нападает, но безуспешно. Мелиодас контратакует сломанным клинком и вызывает взрыв, после которого Твига улетает вдаль. Он ухмыляется и представляется Мелиодасом, драконом гнева, предводителем 7 смертных грехов. Убрав меч в ножны, Мелиодас объясняет Элизабет, что он управляет баром, чтобы собирать информацию. Он спрашивает, пойдет ли она с ними, и она сразу соглашается. Твига, окруженный рыцарями в кратере, приказывает им вызвать подкрепление, но мама Хоука забирает Мелиодаса и Элизабет. В форте Сагас святой рыцарь говорит, что на этот раз Твига действительно видел одного из 7 смертных грехов. В воспоминаниях о перевороте святые рыцари врываются в тронный зал Леоне, а Элизабет сбегает.
В настоящем Мелиодас делает Элизабет официанткой в кабаке, чтобы она собирала информацию о святых рыцарях и других 7 смертных грехах. Элизабет спрашивает, за какое преступление их так ненавидят в народе. Но Мелиодас не дает ей прямого ответа. Они останавливаются в таверне за пределами деревни Бен. Мелиодас упоминает, что у них там лучший эль, но троица узнает, что один святой рыцарь проклял деревню, перекрыв доступ к воде. Гилфаунд воткнул меч в землю, и вытащить его может только другой святой рыцарь. Подходит мальчик по имени Мид и говорит, что его друзья, 7 смертных грехов, могли бы легко это исправить. Но жители деревни злятся на его дерзкое поведение, из-за которого и случилась эта неприятность. Когда они начинают кидать камни, Мелиодас уводит Мида обратно в таверну. Мелиодас спрашивает Мида, что он имел в виду, когда сказал, что знает грехи, но Мид не отвечает. Элизабет и Хоук возвращаются в таверну, и Элизабет рассказывает историю о том, как она, как и Мид, была озорницей, чтобы привлечь внимание отца. Затем Мид признается, что он так себя ведет, потому что он сирота и чужак. Но Мид решил подсыпать жука в напиток Гилфаунда, потому что Гилфаунд плохо обращался с жителями деревни, а не потому, что хотел привлечь их внимание. Он говорит, что солгал о том, что дружит с грехами, и просто решил, что они хорошие ребята, потому что за ними охотились святые рыцари. Мид убегает, услышав шум из деревни. Жители спорят с 2 стражниками, которые пользуются проклятием рыцаря. Мид пытается вытащить меч из земли, а стражники и жители деревни кричат на него. Старейшина напоминает жителям, что это святые рыцари оскорбили их деревню, а не Мид. Наконец они понимают свою ошибку и пытаются помочь Миду вытащить меч, но безуспешно. Мелиодас неторопливо заходит в деревню и небрежно вытаскивает меч из земли, отчего вода снова начинает течь. Он машет мечом в сторону 2 стражников, и те убегают. Жители деревни извиняются перед Мелиодасом, и все празднуют в кабаке. Элизабет, пытаясь справиться с обязанностями официантки, узнает о лесу белых снов, месте настолько опасном, что даже святые рыцари не хотят туда заходить. Тем временем в форта Соулгас солдаты докладывают Гилфаундеру, что Мелиодас вытащил меч из земли. Услышав эту новость, Гилфаундер бросает копье на расстояние 11,7 километра в сторону деревни Берн. Почувствовав атаку, Мелиодас выходит на улицу, где Элизабет сидит на траве. Элизабет рассказывает о своих проблемах, пока Мелиодас ищет копье. Мелиодас напоминает ей, что ее стремление найти грехи дает людям шанс. Мелиодас ловит копье, но его отбрасывает на скалы и в разные здания деревни. Он направляет копье обратно в форт, целясь прямо в голову Гилфаундера. Гилфаундер, который успевает увернуться, понимает, что Мелиодас все еще жив благодаря этой атаке. Мелиодас знает, что Гилфаундер будет преследовать их, поэтому говорит, что они должны как можно скорее покинуть Бернию. Элизабет предлагает спрятаться в лесу белых снов, и Мелиодас говорит, что там должен быть еще один грех, который нужно найти. В лесу крепко спит молодая женщина с татуировкой змеи. Главные герои вскоре оказываются в лесу белых снов, который, как говорят даже святые рыцари, стараются избегать из-за его потенциальной опасности. После 3-часовой прогулки, когда они уже потеряли ориентацию, они внезапно обнаруживают множество копий ястреба. Все копии пытаются доказать, что они настоящие, пока болтовня Мелиодаса не выводит их из себя. Затем таинственные монстры превращаются в копии Элизабет. Чтобы узнать, кто из них настоящая Элизабет, Мелиодас просит их сделать несколько действий, например, положить левую руку на щеку. Когда он говорит им всем прыгать, все фальшивые копии Элизабет подпрыгивают, а настоящая остается на месте. Одной атакой Мелиодас побеждает всех монстров, которые оказываются озорными бесами, любящими играть в прятки. Монстры убегают, а герои решают пойти за ними. В конце концов они находят Диану из 7 смертных грехов. Оказалось, что озорные бесы — это подчиненные Дианы, и они думали, что Мелиодас — святой рыцарь. Обеспокоенные тем, что Мелиодас — святой рыцарь, озорные бесы решили разбудить Диану, которая спала в лесу белых снов. Как только она проснулась, Диана схватила Мелиодаса левой рукой, но поняла, что он ее капитан. Хоук и Элизабет поняли, что она — грех зависти.
Диана. Как только Диана узнала, что Мелиодас путешествует с Элизабет, она разозлилась и оттолкнула его, назвав обманщиком. От ее удара пострадали окрестности леса. Она продолжала плакать и бушевать, пока наконец не успокоилась и не выслушала, зачем они путешествуют. Когда Мелиодас сказал, что не помнит, что произошло 10 лет назад, Диана объяснила, что случилось. Она рассказала, что 10 лет назад, во время фестиваля национального основания, 7 смертных грехов были призваны великим святым рыцарем Заратрасом. Однако, когда они добрались до места встречи, то обнаружили только его тело, пронзенное копьями. 7 смертных грехов были окружены рыцарями королевства и объявлены предателями Леонеса. После этого Диана решила помочь в поисках 7 смертных грехов. Вскоре после этого группа встретила Гилфаунда, рыцаря священного ордена, который парализовал их электрическими разрядами. Поняв, что Гилфаунд — рыцарь священного ордена, Диана сказала, что он ей как старший брат. Она была потрясена, узнав, что именно он пытался уничтожить Бернию и что он освободился от электрических разрядов. Когда она потребовала, чтобы он снял заклинание, Гилфаунд оттолкнул ястреба и спросил Мелиодаса, знает ли он, почему рыцари священного ордена охотятся за головами 7 смертных грехов. Он продолжил отвечать на свой вопрос и сказал, что хочет отомстить за своего отца Заратраса и превзойти его. Затем Мелиодас узнал в Гилфаунде маленького Гила, сына великого рыцаря священного ордена. Чтобы начать бой, Мелиодас разрушил электрические разряды и выхватил меч. Он смог отразить первую молнию Гилфаунда, но получил удар сзади и упал на землю. Гилфаунд подумал, что Мелиодас умирает, и решил спросить, что он хочет сказать напоследок. Мелиодас воспользовался моментом, чтобы узнать, где находятся 7 смертных грехов, и узнал от Гила, где находится грех алчности лиса и король греха лени медведя. Получив информацию, Мелиодас вскочил на ноги и снова вступил в бой. Как только Мелиодас узнал, где находится грех алчности лисы и грех лени гризли, он отступил. Он легко и быстро уклонялся от атак Гелтавра, пытаясь поскорее закончить бой и найти 7 смертных грехов. Когда Гелтавр собирался нанести последний удар, Диана схватила его и отбросила в сторону, потому что ее нарукавник был обожжен разрядом молнии Гелтавра. Святая рыцарь влетела в часовню и ранила священников и мирных жителей, которые молились о божественном возмездии для святых рыцарей. Он остался невредим и не обращал внимания на раненых вокруг. После того, как Гелтавра отбросила в сторону, Мелиодас и его команда отправились на материнское логово Хоука и стали обсуждать, куда им идти. В конце концов, они решили отправиться в подземелье, потому что оно было ближе, несмотря на то, что там были странные клыки. Элизабет забеспокоилась из-за раны Мелиодаса, полученной от Гилгрома, но он успокоил ее, сказав, что с ним все в порядке. Он вошел в кабачок, и Элизабет обнаружила, что он лежит без сознания на полу. В подземелье оказались странные клыки, чтобы держать Бана взаперти. Бан начал напевать мелодию, несмотря на то, что в его тело были воткнуты металлические прутья. Пока Элизабет и Хоук спешат отвезти Мелиодаса в больницу, за ними незаметно наблюдает один из святых рыцарей. Мелиодасу оказывают медицинскую помощь. В это время в городе появляется облако ядовитых насекомых, что явно указывает на причастность Святой Ночи. Несмотря на страх, Диана принимает решительные меры, чтобы остановить эпидемию, и отправляется на поиски Святой Ночи. Тем временем Элизабет и Хоук ухаживают за Мелиодасом. К своему ужасу, Хоук замечает, что Мелиодас выглядит безжизненным. Их опасения подтверждаются, когда Святой Рыцарь обвиняет доктора в том, что тот отравил Мелиодаса. Когда Мелиодас пытается взять свой меч, он просыпается, но яд на него не действует. Он выпускает ауру, которая заставляет Голгиуса поспешно отступить. Мелиодас приходит в себя и показывает, что его раны зажили. В конце концов, группа выслеживает рыцаря, который сначала притворяется, что сдается, а потом неожиданно нападает. Во время битвы выясняется, что доктор, который пытался отравить Мелиодаса, защищал свою дочь по приказу.
Когда битва становится ожесточенной, Джабер и Ночной Клинок сражаются с рыцарем, который может становиться невидимым, а не телепортироваться. Мелиодас, проявив смекалку, устраивает хитрую ловушку, которая показывает, что рыцарь невидим, но тому удается сбежать. Группа возвращается в город, но для доктора уже слишком поздно, и это вызывает у них горе. Элизабет воодушевляется решимостью Мелиодаса. Мелиодас и Элизабет отправляются на базу в подземелье, но их останавливает Диана, которая, услышав звон колокола, нападает на них. Они пытаются убежать от обезумевшей Дианы, по пути встретив пару пастухов. Но Мелиодас тоже слышит звон колокола и начинает сражаться с Дианой. Тем временем в подземелье Бен бродит по коридорам после того, как разобрался с Джерико. Вскоре его находит Джуд из клана Странных Клыков и наносит ему удар в грудь. Мелиодас и Диана продолжают сражаться друг с другом. Элизабет кричит, чтобы они очнулись, и на несколько мгновений они приходят в себя, но потом снова начинают драться. В этот момент в комнату врывается святая рыцарь Фризия, угрожая убить пастухов, но Элизабет встает на их защиту, сильно раня себя при этом. Позже выясняется, что один из пастухов на самом деле Руин и все это время обманывал их. Когда Руин избивает Элизабет, она сбивает колокол, который вызывал галлюцинации. Руин собирается продолжить избивать Элизабет, но Мелиодас быстро приходит ей на помощь, начиная битву с Руином. Диана сражается с Фризией, оба побеждают своих противников, и команда продолжает путь к подземелью. Бан, несмотря на то, что его пронзили в грудь, побеждает Джуды и выводит его из строя. Мелиодас и его команда наконец-то добираются до подземелья, но это оказывается ловушкой, так как Голгиус запирает их с помощью вечного заклинания печати. Диана кладет дочь доктора в рюкзак Элизабет, когда Синс находит ее. Бан догоняет Мелиодаса. Оказывается, что они давно дружат. Однако их встреча привела к таким разрушениям, что полностью уничтожила здание и отменила заклинание. Они возвращаются в больницу и обнаруживают, что доктор жив и пережил смертельную рану. Он не знает, что происходит, но Мелиодас, похоже, знает, потому что его раны зажили таким же образом. Позже тем же вечером банда наслаждается ужином, приготовленным Даной, но предзнаменование на небе предвещает большие беды, которые скоро обрушатся на Британию. В Лионе выясняется, что король жив и здоров, но он работает с громом виной. Бан просыпается от сна, когда Хоук зовет всех вниз, а Элизабет просыпается рядом с Мелиодасом, который связан веревками. Они завтракают. Элизабет просит Хоука в следующий раз связать Мелиодаса не так туго, но Хоук отказывается, говоря, что у него будет больше рук, чем у осьминога-подростка. Мелиодас выбирает следующий пункт назначения для банды – столицу мертвых, куда, по слухам, отправился король. Пока они все больше и больше говорят о том, что может быть в столице мертвых, Бан засыпает и вспоминает, как пытался получить бессмертие из источника молодости. Его попытки каждый раз останавливала таинственная девушка, которая каждый раз отгоняла его от источника. После нескольких попыток Бан и девушка устали и в конце концов начали разговаривать друг с другом. Выяснилось, что лес погибнет, если забрать воду, после чего Бан прекратил все свои попытки. Они также представились друг другу, и выяснилось, что девушку зовут Элейн. Банда останавливается в деревне, которая находится ближе всего к столице мертвых, и разделяется, чтобы собрать больше информации о короле и столице мертвых. Бан встречает брата и сестру, Эллен и Луиджи, и предлагает им еду в обмен на информацию о столице. Их разговор прерывает появление короля, который наносит Бану удар в грудь. Завязывается драка, но король убегает, увидев Диану. После того, как Эллен покормили, она рассказывает, что бесценное воспоминание, которое она разделила с покойным, откроет путь в столицу. Получив подсказку, как попасть в столицу мертвых, остальные пытаются найти воспоминания, которые помогут им открыть путь, но безуспешно. Только когда Бан вспоминает о времени, проведенном с Элейн, у них появляется доступ в столицу мертвых.
Король тайно следует за ними, а брат с сестрой с благоговением наблюдают, как они исчезают. Войдя в столицу, Бан замечает вдалеке Элейн, которая пытается убежать, но он догоняет ее, а король следует за ним. В деревне за братом с сестрой появляется таинственная женщина Святой Рыцарь и говорит, что столица мертвых действительно существует. Выясняется, что таинственная женщина Святой Рыцарь – это Джилла, которая угрожает детям и проникает в столицу мертвых. Тем временем в столице мертвых король перехватывает Бана и убеждает его, что это действительно так, рассказывая, что 10 лет назад, когда их обвинили в убийстве командира, он вернулся домой и обнаружил, что тот полностью разрушен. В этот момент король прерывает рассказ и объясняет, что Элейн, священная стражница, была его сестрой. Король превращает Бана в камень в отместку за свою сестру Элейн. Бан начинает вспоминать, как они с Элейн планировали сбежать из леса. Поскольку Элейн не хотела такой судьбы, ей пришлось смириться. Бан смог заставить Элейн задуматься о своей жизни, но когда они обнялись, на сцене появился свирепый демон и устроил хаос в лесу. Элейн предупреждает Бена, что он не сможет победить такого демона, и просит его выпить зелье бессмертия и уйти. Но он отказывается оставить ее одну и вступает в бой с чудовищем. Он думает, что это будет легко, но чудовище сопротивляется. А сейчас они снова в настоящем. Тем временем дух Элейн решает обратить вспять окаменение, к большому удивлению короля. Пока Бен и Элейн были поглощены друг другом, внезапно раздался шум битвы. Бен вспомнил, что Элейн пожертвовала своей жизнью ради него. Она дала ему выпить эликсир, но сама выпила его и погибла от рук демона. Чуть позже Элейн все объяснила королю и открылась ему. Она попросила короля защитить Бена и помочь ему. Не теряя времени, король бросился на поле боя, чтобы присоединиться к битве. Король решает помочь сынам, которые все еще сражаются и побеждают Гиллу. С появлением короля битва заканчивается, когда он побеждает Гиллу с помощью частного падения. Похоже, их время в столице мертвых подошло к концу. У Бена и Элейн есть еще один момент, прежде чем Эллен и Луиджи прощаются с ними. Оказывается, они все это время были призраками. В мире живых группа решает уйти, пока Гилла не проснулась. Мелиодас озорно рисует неприличную картинку на лице рыцаря, прежде чем они уходят. Охотник за гильдиями и Хаузер встречаются с командиром Дерфусом, и Хаузер просит ускорить войну. Однако Дерфус объясняет, что они не могут двигаться дальше, пока не разберутся со смертными грехами, и король присоединяется к ним. Хаузер недооценивает смертные грехи, считая, что им стоит опасаться только 4 человек. Драфос удивляет его, рассказывая, что Мелиодас невероятно силен и в одиночку уничтожил могущественное королевство. Хаузер потрясен, но все еще сомневается, что смертный грех способен победить новое поколение святых рыцарей. Охотник гильдии сообщает Драфасу, что Хендриксон, другой капитан, набирает учеников для обучения святых рыцарей. Король делится этой информацией со своими спутниками и говорит, что они потеряли свое легендарное оружие. Мелиодас продал свое, Диана потеряла свое, а Бан был ограблен в тюрьме. Король говорит Хоуку, что священные сокровища, которые им дал король львов, позволяют им использовать свои силы в полной мере. Без оружия они могут использовать лишь малую часть своей силы. Под предлогом вызова от Хендриксона Джерико и Твига уводят под землю и предлагают им силу, если они выпьют кровь демона. Но если они несовместимы с кровью демона, то умрут. Они соглашаются, несмотря на риск, и пьют кровь демона. Джерико оказывается совместимым, а Твига нет. Тем временем Мелиодас и остальные прибывают в Безил на ежегодный фестиваль боев, главным призом которого в этом году является Гидеон, священное сокровище Дианы. Поскольку великаны были запрещены на фестивале из-за инцидента, произошедшего несколько лет назад, Диана остается с Элизабет, чтобы провести время вместе. А Мелиодас, Бан и король участвуют в соревнованиях, чтобы вернуть священное сокровище Дианы. Элизабет и Диана гуляют по лесу за Безилом в поисках чего-нибудь съедобного. Элизабет натыкается на кучу грибов, и тут над ней нависает тень.
Диана слышит крик Элизабет и бежит к ней, чтобы найти испуганную Элизабет и большое фиолетовое существо в виде гриба. Она ударяет его по голове, и из него вырывается облако розового дыма, которое окутывает их. В отборочном туре, который проходит в Базилике, участники должны вытолкнуть соперников за пределы ринга. 8 оставшихся участников пройдут в финал. 8 оставшихся участников – это святой рыцарь Гримо, таинственная девушка по имени Матрона, святой рыцарь Хаузер, Цзу, Кейн Барзат, Мелиодас и Бен. Первый поединок – Гримо против Матроны. Второй поединок – Хаузер против Цзу. Третий поединок – Кинг против Кейна. Четвертый поединок – Мелиодас против Бена. Гримо и Матрона выходят на ринг, но Матрону просят снять плащ, чтобы убедиться, что у нее нет оружия. Под плащом оказывается одежда Элизабет, что вызывает подозрение у Мелиодаса. Гримо и Матрона сражаются, и Матрона побеждает, сбив Гримо с ног. Оказывается, что Матрона — это Диана, и Кинг спрашивает, как она стала такой большой. Она рассказывает ему о грибе, с которым они столкнулись. Кинг говорит, что они, должно быть, встретили гриба Матанга, и он уменьшил их, потому что испугался. Тем временем Хаузер и Цзу дерутся, но Хаузер использует свою особую способность и сбивает лестницу, которая вылетает за пределы ринга. Вероника идет искать Гримо, а за ней Хаузер. Он спрашивает, что они здесь делают, и узнает, что они ищут Элизабет. Кинг выходит на ринг против Кейна Барзада и проигрывает, когда его выталкивают за пределы ринга. В финальном поединке Мелиодас сражается с Беном. Хаузер узнает от Гримо и Вероники, что Кинг, Бен и Мелиодас – члены 7 смертных грехов. Мелиодас и Бен сражаются друг с другом. Они сходятся лицом к лицу, и кажется, что Мелиодас вот-вот победит, но Бен использует все свои силы. Он собирается нанести решающий удар, но Мелиодас хватает его за запястье и выбивает из круга. Король и Диана видели, что произошло, но их беспокоит выражение лица Мелиодаса, когда он это сделал. Следующим на ринге будет Диана против Хаузера в первом полуфинальном матче. Диана выбегает на ринг, но сначала передает Элизабет в руки Мелиодасу. Вероника и Гриамор продолжают поиски Элизабет. Диана пытается уклониться от торнадо Хаузера, потому что не хочет испортить одежду Элизабет. Хаузер посылает мощный циклон в сторону Дианы, но она побеждает его, превратившись в металл. В предстоящем полуфинальном матче Мелиодас встретится с Каином. Каин говорит, что знал Мелиодаса в прошлом, и что он из Данафера, королевство, которое, как утверждает Мелиодас, он разрушил. Там родилась Элизабет. Каин спрашивает, что заставило его убить Лис, женщину, которую он любил. Мелиодас говорит, что пытался защитить их, и что на этот раз он не допустит этого. Каин спрашивает, может ли он доверять Мелиодасу, и тот отвечает, что не предавал королевство. Каин проигрывает раунд, и Мелиодас становится победителем. В финальном раунде Мелиодас сразится с Дианой. Мелиодас спрашивает, стоит ли им выкладываться на полную, потому что, если кто-то из них победит, они все равно получат сокровища. Но тут несколько женщин с трибун кричат Мелиодасу, что расстраивает Диану, которая называет его бабником. Тем временем Джилла, Джерико и Мармос направляются в Василь, где Джерико хочет использовать свою новую силу. Диана яростно нападает на Мелиодаса, который пытается убедить ее, что не знает, кто эти женщины. Они продолжают сражаться, пока внезапно не останавливаются. Мелиодас кричит зрителям, чтобы они покинули арену, и тут же начинается шквал атак. Джилла и Джерико, которые принадлежат к новому поколению святых рыцарей, яростно нападают на грехов и сеют хаос на арене. Джерико нападает на Бена, сильно раня его. Бен удивлен, что его раны не заживают. Мелиодас сражается с Джилой, но проигрывает из-за ее техники цепной реакции. Король находит Бена и Мелиодаса без сознания, и на него нападает Джилла. Он выживает после нападения и побеждает обеих женщин. Король приказывает Хоуку позаботиться о Бене и Мелиодасе, пока он будет допрашивать Джилу и Джерико. Диана расстраивается, когда узнает, что Гидеон пропал. Хаузер приходит, чтобы сразиться с ней за прошлые преступления, но сначала она заботится о старике. Затем на Диану нападает Мармос и сбрасывает ее в ущелье. Хоук уводит Элизабет, Бена и Мелиодаса в безопасное место. Элизабет, молясь над 2 без сознания грехами, возвращается к своему обычному размеру, когда мимо проходят Вероника и Гриамор.
Вероника отдает Элизабет свою куртку и отчитывает ее за побег с грехами. Вероника пытается забрать Элизабет, но Мелиодас останавливает их. Вероника достает янтарь богини и активирует его, из-за чего Мелиодас оказывается внутри. Элизабет забирает драгоценный камень и меч Мелиодаса и просит Веронику вернуть его. Но она не знает, как это сделать. Гриамор заключает Элизабет в кокон, но Бен говорит ему, что убьет Веронику, если он не отпустит Элизабет. Король продолжает сражаться с Гиллой и Джерико, но внезапно появляется Хелбрам и спасает их. Хелбрам и король сражаются друг с другом, хотя кажется, что Хелбрам сильнее. Джерико убивает Бена, а Вероника освобождается из его хватки. Гилла и Джерико приказывают Гримора отпустить Элизабет. Вероника говорит нет, и пока они отвлекаются, Элизабет встает и убегает. Вероника бежит за ней и заслоняет ее от взрыва, который устроила Гилла. Это приводит к серьезным травмам, и Вероника умирает на руках у Элизабет. Гилла и Джерико освобождаются от щита Гримора и снова приходят за Элизабет. Элизабет плачет над телом Вероники, но Гиллис говорит, что Мелиодас ее не слышит. Внезапно богиня Эмбер разрушается, выпуская Мелиодаса, и вокруг него появляется темная энергия. Мелиодас нападает на Гиллу и отрубает ей руку, чтобы забрать свой меч. Он посылает в нее еще одну магическую волну, которая сбивает Гиллу с ног. Джерико спасает ее, используя заклинание восстановления. Гилла просыпается с целой рукой и говорит, что от Мелиодаса исходит тревожная магическая энергия. Бен спрашивает Мелиодаса, действительно ли это он, но Мелиодас разрезает его пополам. Элизабет и Хоук обнимаются, и Элизабет спрашивает, действительно ли это их Мелиодас. Мелиодас появляется перед ней и обнюхивает Элизабет, прежде чем улететь. Он идет к Хелбраму и продолжает сражаться с ним. Хелбрам просто играет с Мелиодасом, пытаясь понять, насколько сильна его новая магия. Он использует своих охотников, чтобы победить Мелиодаса, и начинает записывать все, что видит. Хаузер смотрит в пропасть, расстроенный тем, что Марма бросила туда Марлу. Внезапно появляется огромная свинья, на спине у которой дом, и сбрасывает одежду Дианы в окно. Элбрам и Мелиодас продолжают сражаться, и похоже, что Мелиодас наконец-то одерживает верх. Однако Хендриксен передает Элбраму часть своей силы, и Элбрам побеждает Мелиодаса. Бан хватает короля и Элизабет и убегает, чтобы спасти их, а Хоук следует за ними. Диана появляется и спасает Мелиодаса от Элбрама, прежде чем тот успевает его забрать. Диана спрашивает Элбрама, не он ли ранил Мелиодаса, и когда тот не отвечает, она использует свою технику Матери Земли, чтобы разрушить Землю. Элбраму удается сбежать вместе с Гиллой и Джерико, но Диана атакует их, и в их летающих скатах-мантах появляются дыры. Связь между Элбрамом и Хендриксеном обрывается, и они не знают, жив ли он. Диана возвращается к группе и показывает им Мелиодаса. Бан бьет его в отместку, а Элизабет обнимает его, прося больше так не делать. Гриамор, который все еще держит Веронику, использует свой щит, чтобы пробиться сквозь обломки. Элизабет просит его похоронить ее рядом с озером, где они раньше играли, и клянется остановить святых рыцарей. Мелиодас понимает, что его меч украли. Рядом Элбрам сумел спасти Гиллу и Джерико. Он счастлив, потому что украл меч Мелиодаса, который является одним из ключей к возрождению клана демонов. Хаузер узнает, что Вероника и Гриамор мертвы, хотя он не может в это поверить, и ему говорят, что хрупкое равновесие между фракциями Хендриксена и Дрейфуса начинает рушиться. Элизабет клянется Веронике, что все изменится. Диана говорит ей, что ей помогут Мелиодас и другие 7 смертных грехов. Неподалеку король и Бан тренируются, чтобы вернуть себе королевство. Бан говорит, что сначала спасет королевство, а потом заберет рог Серенаса в качестве платы. Он хочет призвать богинь, чтобы вернуть Элейн. Мелиодас обещает закончить войну, которая длится уже 3 года. В лесу бродит великан в доспехах, а Алан прячется в пещере от дождя. Ночью Джилла, Джерико и Хелбрам узнают, что в лесу Орден видели великана в доспехах. Хелбрам посылает рассветного рыцаря, чтобы тот уничтожил великана в доспехах. Джерико недовольна, что Хелбрам не послал ее и Джилу, но Джилла говорит, что им нужно отдохнуть перед следующим боем.
Джилла идет навестить своего брата Зиала, которого избили по дороге домой, когда он нес свою месячную зарплату. Уложив его спать, Джилла идет за бандитами, которые напали на ее брата, и убивает их. Тем временем банда приходит в деревню и начинает грабить. Мелиодас посылает Элизабет в деревню за травами, а сам с ребятами отправляется на охоту. Святые рыцари приходят в деревню, когда там находятся Элизабет и Хоук. Они прячутся за каменной стеной, но их находит Алан и спрашивает, не они ли тоже играют в прятки. Бен и Мелиодас устраивают соревнования по охоте. Мелиодас говорит, что победил, потому что поймал волка-меченосца, но Бен с ним не согласен. Они спрашивают короля, что он поймал, и находят его спящим на подушке. Они говорят ему, что нужно найти что-то еще, чтобы принести. Вдруг они слышат громкий рев, разносящийся по лесу. Мелиодас говорит, что нужно выяснить, откуда доносился этот звук. Алан рассказывает Хоуку и Элизабет, что ищет клей, чтобы починить доспехи, потому что у бронированного гиганта в груди огромная дыра. Они спрашивают, не друг ли он ему, но Алан не знает, что ответить. Мелиодас, Бан и король находят поле, где упал авангард. Один из них говорит Мелиодасу, что рассветный рев преследует бронированного гиганта. Мелиодас предполагает, что бронированный гигант – собиратель. Они добираются до бронированного гиганта раньше, чем рассветному реву удается его убить. Но как только они собираются сражаться, появляется Алан и извиняется перед бронированным гигантом за то, что не нашел клей. Затем начинается настоящая бойня, когда две группы сражаются друг с другом. Один из них стреляет смертоносной стрелой в бронированного гиганта, но Алан ловит ее и оказывается собирателем, грехом похоти. Рассветный рев хотел бы сразиться с 4 смертными грехами, но они пришли только за бронированным гигантом и попросили вернуть его голову. Гаутер отрубает голову бронированному гиганту и отдает ее рассветному реву, чтобы предотвратить дальнейшие сражения. Рассветный рев принимает голову и уходит. Это оставляет 4 смертных грешников наедине с бронированным гигантом, который, как ни странно, все еще жив. Мы узнаем, что бронированный гигант когда-то был человеком и, что еще хуже, святым рыцарем. Тем временем рассветный рев размышляет, почему Хельбрам так сильно хотел убить бронированного гиганта и почему он не послал новое поколение, чтобы разобраться с ним. Гаутер рассказывает Мелиодасу и остальным, что заставил бронированного гиганта надеть свои доспехи, чтобы запечатать магию святого рыцаря. Однако, как только доспехи начали ломаться, печать была разрушена. Гигант в доспехах нападает на них, и они пытаются его остановить. Мелиодас собирается нанести смертельный удар, но святой рыцарь, попавший в ловушку, умоляет его не делать этого. Бан расстраивается, что Мелиодас не хочет его убивать, и спрашивает Гаутера, но тот говорит, что тоже не может его убить. Бан собирается это сделать, но Мелиодас останавливает его, говоря, что в доспехах гиганта все еще есть что-то человеческое. Тем временем Элизабет и Диана ждут возвращения Мелиодаса и смертных грехов. Кейн спрашивает, открыт ли кабачок, и Элизабет приглашает его войти, приняв за лис. Бен достает кнутом сердце гиганта в доспехах. Кейн рассказывает Элизабет о лис. Он также объясняет Элизабет, почему Мелиодас не носит меч. Кейн достает меч и кладет его на стойку. Он говорит, что это подарок лис для Мелиодаса, но он принял его от его имени. Мелиодас злится на Бена за убийство гиганта в доспехах. Гаутер замечает, что святой рыцарь застрял в созданной им иллюзии. Мы узнаем, что на самом деле это отец Дейла, Джилы и Зила. Элизабет берет меч и убегает искать Мелиодаса. Несмотря на то, что сделал Бан, гигант в доспехах все еще жив и превратился в демона. Мелиодас все еще не хочет сражаться с ним, но Бан и король хотят. Элизабет возвращается с мечом и бросает его Мелиодасу. Он узнает в нем тот самый, который Лис пыталась ему подарить. Он ловит его и использует, чтобы уничтожить демона. Группа отправляется обратно в кабачок, но Гаутер остается и вспоминает, как впервые встретил Дейла. Элизабет встречается с группой и благодарит Мелиодаса за меч. Элизабет просит Гауэра присоединиться к ним в их путешествии. Он соглашается, и Мелиодас предлагает всем напиться в честь этого. Мелиодас спрашивает Гауэра, знает ли он, кто напал на него, когда они сбегали от Леона, когда их обвинили в попытке свергнуть его. Гауэр говорит, что знает, и что это был Мерлин, грех чревоугодия. Мелиодас спрашивает, почему, но Гауэр говорит, что не знает.
Гауэр продолжает копаться в грязном белье других людей, и это раздражает остальных. Мелиодас говорит ему, что, наверное, не стоит так глубоко лезть в чужие воспоминания. Элизабет спрашивает Мелиодаса, какой была Лис. Мелиодас говорит, что они полная противоположность друг другу, но похожи, потому что оба сильные. Дрейфус спрашивает Хаузера, не случилось ли чего необычного за время его отсутствия. Хаузер говорит, что появились сообщения о том, что к новому поколению присоединились еще несколько святых рыцарей. Дрейфус говорит, что ему пора поговорить с Хендриксоном. Джилла и Джерико тренируются сражаться, и Джилла обезоруживает Джерико. Джилла спрашивает, почему она так рассеяна, и Джерико отвечает, что она следила за рассветом Рора и видела, как 7 смертных грехов сражались с монстром. Джерико также говорит, что почувствовала 2 магические силы, исходящие от монстра, и одна из них принадлежала святому рыцарю. Джерико показывает амулет, который она нашла на теле монстра, и Джилла ахает, потому что знает, что он принадлежал ее отцу. Дейл, Хелбэм и Хендриксон открывают портал к клану демонов. Но он был недостаточно большим, чтобы они смогли пройти через него, потому что им не хватает фрагмента, чтобы снять печать. Мелиодас говорит, что собирается ворваться в замок и забрать свой меч, а потом отправиться на поиски 2 оставшихся смертных грехов. Мелиодас говорит, что меч на самом деле фрагмент ритуальной реликвии, которая использовалась для запечатывания клана демонов. Элизабет спрашивает, зачем Хендриксону и Дрейфусу возвращать клан демонов. Хендриксон говорит, что хочет начать священную войну. Дрейфус недоволен, но Хендриксон напоминает ему, что он помог убить его брата, чтобы Дрейфус смог стать великим святым рыцарем. Хендриксон просит Дрейфуса отплатить ему тем же, иначе он сам его убьет. В шляпе-кабане появляется маг и похищает Элизабет, потому что она недостающий фрагмент, чтобы снять печать и освободить клан демонов. Мелиодас выбегает из шляпы кабана, чтобы спасти ее. Ван и Гаутер решают пойти с ним. Мелиодас просит Диану перенести их туда, куда им нужно. Они приземляются у северных ворот и пробиваются к замку. Но прежде чем они добираются до ворот, они чувствуют мощную магию, исходящую с юга. У южных ворот появляется армия, и ее возглавляет Артур, новый король Камелота. Артур Пендрагон из Камелота стоит у южных ворот Леонеса. Хендриксон говорит, что сам разберется с ним, а Дрейфус пусть займется 7 смертными грехами. Король Артур пришел встретиться с королем, но Хендриксон говорит ему, что тот заболел. Король Артур говорит, что у его спутника есть способность исцелить короля. Хендриксон все еще пытается заставить их уйти, но король Артур отказывается. Элизабет уводят в запертую комнату вместе с Хоуком. Хоук психует, потому что ему нужно в туалет, и выбивает дверь. Они убегают вдвоем. Хаузер стоит с другими рыцарями, думая о том, как он рад, что Дианы здесь нет. Дрейфус спрашивает Хельбрама, что задумал Хендриксон. Гальдер использует свои силы, чтобы превратить толпу в фанатов, а не в врагов. Они восхищаются 7 смертными грехами, и троице удается попасть в столицу. Хендриксон нападает на короля Артура, но Артур тоже искусный боец. Диана спрашивает короля, думал ли он, что Мелиодас пошел бы на такие жертвы ради нее, если бы ее схватили. Король отвечает, что да. Король призывает Освальда, и тот переносит их в Леон. Дрейфус идет в магическую лабораторию Хендриксона. Вдруг они слышат грохот внизу и проваливаются сквозь пол, где находят Диану. Дрейфус спрашивает, что она здесь делает, и она просит отдать ей Элизабет. Джерико пытается убить Диану, но у него ничего не выходит, потому что Диана использовала свое священное сокровище, чтобы отразить удар. Гил использует громовой удар, чтобы ранить Диану, а Хельбрам и Хаузер присоединяются к нему. Диана выживает, используя священный меч. Дрейфус и Диана дерутся, но Дрейфус наносит смертельный удар Диане в грудь, и она падает. Дрейфус спрашивает Хельбрама, правда ли, что Элизабет в столице, и Диана подтверждает это, пытаясь встать. На этот раз Дрейфус отправляет Диану в столицу, а Гиллер бежит за ней, потому что беспокоится о Зилае. Жители Леона начинают забрасывать Диану камнями, потому что Дрейфус назвал ее врагом. Диана почти сдается, но вспоминает свое обещание Элизабет и решает его сдержать. Город начинает разрушаться, но это не Диана. Это Хельбрам.
Это расстраивает Гиллу, и она задается вопросом, действительно ли 7 смертных грехов предали королевство 10 лет назад. Зил внезапно выбегает на улицу и видит Джилу. Он пытается добежать до нее, но над ними обрушивается здание. Диана прикрывает его собой, чтобы он не пострадал. Приходит Дрейфус, и Джерико спрашивает, может ли она нанести смертельный удар. Но Гилла и Хаузер останавливают их, потому что они перешли на другую сторону, чтобы защитить Диану. Битва продолжается, и Хаузер с Гиллой объединяют свои силы, чтобы защитить младшего брата Гиллы от объединенных сил Гитхаунда, Хельбрама, Дрейфуса и Джерико. Хаузер и Гилла используют свои объединенные силы и создают огненный торнадо, который сбивает Джерико и ранит Хельбрама. Но Гилф и Дрейфус остались невредимы. Хаузер и Гилла были побеждены, а Диана собиралась напасть на Дрейфуса, когда вмешался Гер. Геру удалось поймать Дрейфуса в ловушку, но Дрейфус смог вырваться, к большому удивлению Готва, но в итоге был тяжело ранен, а Готва пронзил его грудь и оставил умирать. Дрейфус уходит вместе с Гитхаундом и приказывает Хельбраму прикончить предателей и Диану. В темнице замка Элизабет и Хоук пытаются сбежать. Пытаясь найти выход, они встречают Маргарет, старшую сестру Элизабет, и узнают от Вивиан, что Маргарет решила остаться в заточении, потому что не хотела бросать свою вину Гром. Элизабет не поверила в это, и когда Вивиан уже собиралась схватить ее, Хоук бросился на нее и защитил Элизабет. Вивиан телепортировала Хоука и вырубила Элизабет, а затем открыла камеру Маргарет, сказав, что исполнит желание Элизабет и освободит Маргарет, если у Элизабет хватит смелости сбежать. На место происшествия прибыл король и спросил, кто причинил вред Диане. Узнав, что это был Телбрэм, он пришел в ярость. Битва между королем и Хелбрамом, который, как позже выяснилось, был феей и близким другом короля, была жестокой. Гибер опутал короля корнями деревьев, заставив его смотреть, как он разделывается с Дианой. К его удивлению, король создал мощный щит, чтобы защитить Диану. Хелбрам спросил короля, почему он так печется о полумертвой девушке, на что тот ответил, что Диана ему очень дорога. Король рассказывает о том, как он потерял память и помнил только лицо напавшего на него человека. Им оказался Хелбрам. Он также говорит, что его нашла маленькая девочка-великанша Диана и заботилась о нем. Король вспоминает это время как одно из самых счастливых в своей жизни. Однажды, когда король летел над землей в поисках Дианы, он увидел ее с человеком. Позже он сказал ей, что не стоит доверять людям, потому что они могут предать. Он вспомнил, что говорил то же самое Хелбраму, предупреждая его о людях. Проснувшись, он сказал Диане, что Хелбрам был его лучшим другом. Диана простудилась, и король сказал, что пойдет за травами. Диана просит его не оставлять ее одну. Это напоминает ему о разговоре с сестрой Элейн перед тем, как он отправился на поиски Хелбрама. К счастью, охотник находит их пещеру и приносит Диане лекарство, в котором она так нуждается. Король узнает от охотника, что прошло уже несколько десятилетий с тех пор, как он видел их в последний раз, и это удивляет короля. Диана и король играют, и Диана случайно рвет свою одежду. Король делает ей оранжевый свитер вместо тряпки, которую она носила раньше. Это напоминает ему о том, как он хвастался, что сам шьет себе одежду, когда увидел, как это делают люди. Элейн напомнила ему о его долге защищать волшебный лес короля. Они находят деревню людей и встречают семью охотника, который называет Диану и короля парой. Диана спрашивает, что это значит. Король объясняет, что это значит, и Диана спрашивает, любит ли он ее так, как другие пары любят друг друга. Король отвечает, что да, и обещает любить ее вечно. Король вспоминает, как Хелбрам и другие феи были схвачены человеком с повязкой на глазу, и что он король фей. На деревню нападают, и король оставляет Диану, чтобы посмотреть, что происходит. Он обещает вернуться. В деревне он видит, что всех людей убил тот же человек, который напал на него. Король узнает, что это переодетый Хелбрам. Воспоминания. После того, как король был побежден Олдричем, Хелбрам убивает Олдрича и принимает его облик. Хелбрам говорит, что убил людей, потому что они украли крылья у Хелбрама, и убивает его.
Он не возвращается к Диане, а вместо этого берет на себя ответственность за убийство и приговаривается к тысячелетнему заключению. В настоящем король сражается с Хельбрамом. Король спрашивает его, хочет ли он по-прежнему уничтожить всех людей, и Хельбрам отвечает, что больше не может сдерживаться. Они сражаются с помощью магии, и король побеждает. Хельбрам падает на землю, и король подходит к нему с его шлемом. Хельбрам говорит, что шлем должен был стать подарком для короля, и что он получил его от одного из людей. Король называет его идиотом, и Хельбрам умирает. Король извиняется перед Дианой за то, что ей пришлось одной столкнуться с этим, и она говорит, что это не его вина. Диана говорит, что имя короля Арлекин кажется ей знакомым, но она не может вспомнить откуда. Король говорит, что, возможно, это было во сне. Хаузер спрашивает короля и Диану, зачем они приехали в столицу, если не собирались свергать королевство. Король говорит Хаузеру, что они приехали спасти Элизабет, которую похитили. Тем временем Хендриксон и Артур сражаются. Хендриксон подозревает Артура, потому что понимает, что тот может знать о заключении короля, похищении принцессы или плане воскресить демонов. Хендриксон использует волну адского клинка, чтобы прикончить Артура, но ее отражает Мелиодас. Мелиодас говорит Хендриксону, что он не уйдет без Элизабет. Мелиодас и Хендриксон встречаются лицом к лицу. Мелиодас просит вернуть ему Элизабет, но Хендриксон говорит, что это невозможно. Они начинают сражаться. Гил вспоминает, как Мелиодас учил его сражаться. Гил говорит, что никогда не станет достаточно хорошим, чтобы стать святым рыцарем, но Маргарет считает иначе. Гил вспоминает это, когда несет на руках великого магистра Дрейфуса. Он спрашивает Дрейфуса, что Галтер заставил его смотреть, и Дрейфус говорит, что это был его самый большой грех. Он просит Гелтандера вернуться в бой и говорит, что хочет побыть один. Гелтандер уходит, а за ним следует маг, который говорит, что Графус слаб, а Хендриксон – будущее. Хендриксон связывается с магом, и она видит его глазами, что он сражается с Мелиодасом. Она посылает Гелтандера помочь ему. В итоге в битве остаются Гелтандер и Хендриксон против Мелиодаса и Артура. Гелтандер вступает в бой с Мелиодасом и, кажется, одерживает верх, но Мелиодас использует свою демоническую силу, чтобы остановить его. Хендриксон и Артур продолжают сражаться, но Хендриксону удается сжечь Артура. Пламя не погаснет, пока Мерлин не придет на помощь. Тем временем группа гадает, где Бен. Он ушел и нашел секретный туннель, ведущий вниз. Элизабет просыпается в той же комнате, что и ее отец. Она обнимает отца, и маг предупреждает ее, что нужно наслаждаться воссоединением, пока есть возможность, потому что скоро Гелтандер победит Мелиодаса. Гелтандер вспоминает, как Мелиодас тренировал его, и как однажды он ушел в экспедицию. Он вспоминает, как просил взять его с собой, потому что если бы он остался, то был бы слабым. Мелиодас спрашивает, что он должен делать, и Гелтандер говорит, что должен защищать Маргарет. Мелиодас говорит, что он не может оставить Маргарет и уйти с ним. В настоящем Мелиодас и Гелтандер продолжают сражаться. Хендриксон присоединяется к ним, победив Артура. Хендриксон зовет мага, чтобы она пришла к ним, и она оставляет Элизабет, но перед этим говорит, что попрощается с Мелиодасом за нее. Мелиодас остается один против троих. Маргарет забирается на башню, чтобы лучше видеть битву. Она мысленно просит Мелиодаса перестать сражаться. Мелиодас замечает Маргарет, когда она спрыгивает с выступа, но посылает в нее атаку, в результате которой появляется монстр, которого он уничтожает. Это делает его уязвимым для атаки, и Хендриксон, Гил, Гром и маг наносят ему удар. Мелиодас вспоминает слова, которые Хендриксон велел ему повторить. «Я теперь сильнее любого из 7 смертных грехов». Он поворачивается к Хендриксону и отрубает ему руку, с которой снято проклятие. Маргарет падает в объятия Артура. Гил Гром просит Мелиодаса позволить ему разобраться с остальными, так как он наконец-то может отомстить за убийство своего отца. Гил Гром нападает на Хендриксона и, кажется, наконец-то его убивает. Маргарет приходит в себя в объятиях Гил Грома. Мелиодас благодарит Артура за помощь. Маг расстроен и говорит, что так не должно быть. Мерлин вмешивается и говорит, что маг Вивьен – его ученица. Вивьен потрясена, когда понимает, что Мерлин – один из 7 смертных грехов. Бан, наконец, находит рог Серноноса. Он просит вернуть Элейн и забрать его вместо нее. Он не получает ответа, но появляется Хоук и спрашивает, где Элизабет.
Элизабет с отцом, который говорит ей, что скоро они снова расстанутся. Он знает это, потому что видит будущее. Он говорит ей, что скоро его спасут с помощью алого кабана. Хоук объясняет Бану, как он оказался здесь с Рогом. Он пытается заставить Бана уйти, но тот говорит, что у него еще есть дела. Внезапно Рог начинает светиться и отвечает ему. Он говорит, что им понадобится время, чтобы вернуть свою полную силу, которую они утратили во время Древней войны. Бан спрашивает, правда ли, что они исполняют желания. Богини отвечают, что они вернут Элейн, но не в обмен на его жизнь. Вместо этого они дадут ему задание. Хоук считает, что все это очень подозрительно, но Бан соглашается и говорит богиням, что сделает все, что они захотят. Богини поручают ему отнять чью-то жизнь. Бан спрашивает, кого именно, и богини отвечают, что это Мелиодас. Джерико приходит в себя и видит, что Джилла и Зел стоят над ней на коленях. Джилла рассказывает, что 7 смертных грехов победили их и что больше нет смысла с ними сражаться. Джилла просит Джерико рассказать, почему она выпила кровь демона. Мерлин спрашивает Вивиан, где Элизабет, и она отвечает, что та в комнате короля. Мерлин телепортирует их к комнате, потому что Вивиан наложила защитное заклинание, которое нельзя снять. Мерлин снимает его с помощью абсолютного отмены, и Мелиодас воссоединяется с Элизабет. Приходит Дрейфус и спрашивает, что происходит. Гелсандер рассказывает ему, как он победил Хендриксена в бою и не смог искупить свой грех. Дрейфус спрашивает, какой грех, и Маргарет говорит, что она знает, что они с Гелсандером убили Заратраса. Она говорит, что рассказала об этом Гилу, но Вивиан подслушала их и приставила к ним стражу, чтобы они выполняли ее приказы. Дрейфус признается в преступлении, но Мелиодас спрашивает, какое это имеет отношение к тому, что происходит сейчас. Дрейфус говорит, что все это было сделано для того, чтобы развязать священную войну. Вивиан расстроена из-за того, что потеряла Гилфа, но Хендриксен, восставший из мертвых, говорит ей, что она должна забрать то, что принадлежит ей. Дрейфус говорит, что после того убийства Хендриксен изменился. Дрейфус говорит, что хотел быть отцом, которым мог бы гордиться его сын. Элизабет рассказывает, что Гриамар жив. Затем король лишает Дрейфуса титула великого магистра и говорит, что он будет ждать приговора в темнице. Король теряет сознание от напряжения, и Мерлин говорит, что может его вылечить, но для этого им нужно вернуться в Камелот. Элизабет соглашается, увидев татуировку на руке Мерлина. Артур просит Мелиодаса помочь ему вернуться в Камелот, но Мелиодас говорит, что сделает это, когда сможет. Артур, Мерлин и король исчезают, когда замок взрывается. Все в порядке, хотя Дрейфус пропал. Хендриксен и Вивиан прибывают в замок. Хендриксен пробудил в себе демоническую кровь. 7 смертных грехов обсуждают, как найти остальных, когда Джерико и Джилла падают без сознания. Джерико говорит, что не жалеет о том, что выпила кровь демона, потому что сила есть сила. Затем она превращается в огромного монстра. Диана отвлекает ее, а Зел и Джилла уходят с дороги. Джерико не единственная, кто превратился в монстра. Многие другие святые рыцари тоже превратились. Хендриксен тоже принял демоническую кровь, но поскольку он был совместим с ней, он не превратился в монстра, хотя и стал больше, чем раньше. Он приказывает Мелиодасу отдать ему Элизабет. Король нападает на него, но его отбрасывает Хельбрам, которого Хендриксен вернул к жизни. Хельбрам нападает на короля, а Хендриксен на Хаузера. Гилфаундер и Мелиодас объединяются, чтобы напасть на Хендриксена, но Вивиан берет Маргарет и Элизабет в заложницы. Отвлеченный этим, Хендриксен ранит Гилфаундера и наносит удар Мелиодасу. Элизабет просит Хендриксена не убивать их и обещает, что пойдет с ним добровольно. Перед уходом она говорит Мелиодасу, чтобы он не забыл об обещании, которое дал ей, найти 7 смертных грехов, даже если Элизабет погибнет. Хендриксен забирает Элизабет. Мелиодас пытается догнать их, но его останавливают Бан и Хоук. Бан нападает на Мелиодаса, но тот выживает, хотя и теряет руку. Мелиодас пришивает ее обратно, и его демоническая сила проявляется. Бен спрашивает Мелиодаса, не принадлежит ли он к расе демонов. Мелиодас не отвечает на вопрос Бана, и они вступают в бой. Хоук рассказывает Мелиодасу о сделке, которую Бан заключил с богинями. Это застает Мелио врасплох, и Бан наносит ему удар. Бан говорит, что богини рассказали ему все, и что Мелиодас был другом тех, кто убил Элейн.
Мелиодас приходит в себя и просит Бана убить его. Тем временем Диана все еще пытается сдержать Джерико, Хаузера преследуют другие монстры. А король и Хельбрам сражаются наверху. Гоутер тоже пытается помешать Джилли превратиться. Хендриксон и Элизабет сталкиваются с Дрейфусом. Дрейфус говорит ему, что он должен искупить свои грехи, остановив Хендриксона. Бан собирается убить Мелиодаса, но тот нападает на него. Он говорит Бену, что не может бросить Элизабет и не позволит ему убить себя. Хоук пытается образумить Бана, но тот говорит, что должен воспользоваться этим шансом, чтобы снова увидеть Элейн. Хоук говорит ему, что если они лгут, то он потеряет своего лучшего друга. Бан говорит им, что без Элейн он живет как в аду. Мелиодас соглашается, что они могут сразиться после того, как все закончится, но сейчас они должны выполнить свой долг, как 7 смертных грехов. Ван соглашается, и Мелиодас просит Хоука отвести его к Элизабет. Ван отправляется помогать Гилфадеру и Диане, бросая в них мраморный шар для восстановления. Король продолжает сражаться с Хельбрамом, пытаясь убедить его остановиться. Хельбрам говорит королю, чтобы тот просто убил его, и что если это будет он, то все будет в порядке. Густав отправляется на поиски Джерико. Она находит его и раздавливает своими новыми руками. Она кричит и умоляет кого-нибудь убить ее. Хендриксон и Дрейфус продолжают сражаться. Дрейфусу приходится нелегко, потому что у Хендриксона теперь есть способность к регенерации. Оба используют магию огня, но она сталкивается и взрывается. Хоук мчится к ним с Мелиодасом на спине. Она просит Элизабет держаться. Обломки исчезают, но вместо Хендриксона Дрейфус видит, что Элизабет ранена. Он бросается к ней, но появляется Хендриксон, и они продолжают сражаться на мечах. Хендриксон ломает меч Дрейфуса и объявляет, что бой окончен. Гил громогласно спасает Густава от Джерико. Джерико умоляет Диану убить ее. Хельбрам умоляет короля убить его. Король призывает подсолнух, и луч, который он выпускает, полностью уничтожает Хельбрама. Бан говорит, что убьет Джерико, но вместо этого спасает ее, уничтожив демона, в которого она вселилась. 7 смертных грехов собираются вместе и решают помочь Мелиодасу спасти Элизабет. Бан и король тем временем останутся, чтобы очистить город от других демонических монстров. Прибывает рассветный рев и решает помочь. Хендриксон побеждает Дрейфуса, и тот падает замертво, как раз когда появляются Хоук и Мелиодас. Мелиодас хватает Элизабет и сажает ее на Хоука, а затем отправляет их обоих прочь. Мелиодас и Хендриксон продолжают сражаться друг с другом. Диана и ее команда прибывают как раз вовремя, чтобы помочь вместе со святыми рыцарями. Мелиодас, король и Диана нападают на Хендриксона, но он продолжает стоять и сражаться. Хендриксон отбрасывает Бена в стену рядом с ними. Ван выбирается из-под обломков и спрашивает Хендриксона, откуда у него такая сила, и стена рушится. Внутри оказывается демон, и Хендриксон говорит, что это существо – источник всего. Хендриксон стоит перед трупом демона. 7 смертных грехов не могут в это поверить. Гаутер говорит им, что чувствует ту же магию, что исходила от трупа, что и от нового поколения. Хендриксон говорит им, что они нашли труп 20 лет назад. Хендриксон атакует грехи, используя силу красного демона. Бена пронзают фиолетовые щупальца, и он бросается на Хендриксона. Он говорит Хендриксону, что убил красного демона много лет назад, и швыряет его на землю. Затем Бен использует свой нунчаки и уничтожает труп демона. Грехи решают спуститься в подземелье, а Диану оставляют наверху, чтобы она следила за обстановкой. Они идут по кровавому следу, который ведет к Хендриксону. За ним лежат останки серого демона. Он берет образец крови из трупа и вводит себе. Он превращается в темно-серого демона с рогами и крыльями. Святые рыцари наверху начинают сомневаться, не Хендриксон ли стоял за нападением на город, и не они ли подставили грехи. Гилфандер говорит, что это не имеет значения, потому что их спасли именно их грехи. Внезапно происходит взрыв, и Диана отлетает в сторону, а Хендриксон и грехи появляются из-под земли. Хендриксон начинает атаковать святых рыцарей, которые пытаются дать отпор, но их легко убивают. Дон Роар и Гил Тандер, Джилла и Хаузер бросаются на помощь, но их атаки не причиняют Хендриксону никакого вреда. Элизабет просыпается и умоляет всех бежать, потому что Хендриксон слишком силен. Они продолжают сражаться, но Хендриксон убивает их. Мелиодас остается стоять, защищая Элизабет. Он падает, и Хендриксон использует атаку под названием «Тупик»,
которая убивает все, к чему прикасается. Он направляет ее на Мелиодаса, но на пути встает Хоук. Он жертвует собой, чтобы Мелиодас смог спасти Элизабет. Элизабет бросается на Хоука и начинает рыдать. Внезапно появляется яркий свет и начинает исцелять всех. Он исходит от Элизабет, в чьих жилах течет кровь жрицы друидов, и она является апостолом богинь. За городом исцеленная Вероника наблюдает за битвой. Элизабет спрашивает, зачем он это делает, и Хендриксон отвечает, что это месть за то, что они заперли расу демонов. Хендриксон использует атаку «Темная туманность», но Элизабет говорит, что не позволит ему причинить вред кому-то еще, и создает свой собственный шар света. Он уничтожает атаку Хендриксона и исцеляет всех вокруг. Хендриксон ранен, но не настолько, чтобы это его остановило. Дон Роар и Святые Рыцари готовятся к новой атаке. Хендриксон каким-то образом заставляет Гил Тандера застыть и собирается напасть на него, но его останавливает Мелиодас, который бьет Хендриксона кулаком. Это сбивает его с ног, и Мелиодас говорит, что они никогда не сдадутся, потому что 7 смертных грехов здесь. 7 смертных грехов нападают на Хендриксона, пока Святые Рыцари наблюдают. Мелиодас приказывает остальным передавать указания в разум людей, а сам сражается с Хендриксоном 1 на 1. Остальные нападают на него со стороны. Мелиодас тоже получает удары, и кажется, что он готов пожертвовать собой, лишь бы уничтожить Хендриксона. Но затем Мелиодас атакует, используя контрудар, который стал сильнее после того, как он впитал в себя всю силу атаки. К сожалению, из-за этой атаки он может самоуничтожиться, так как не может контролировать такую мощь. Хендриксон пытается улететь, но Гримо заключает его в сферу. Хендриксон вырывается, но Мелиодас наносит удар. Хендриксона разрывает на куски. Мелиодас падает на землю тяжело раненый, но живой. Элизабет подбегает к нему, и они обмениваются многозначительными взглядами, прежде чем их прерывает король. Святые рыцари падают на колени и умоляют короля наказать их за то, что они не послушались его просьбы и не предотвратили священную войну. Король приказывает им продолжать быть святыми рыцарями, чтобы восстановить королевство и защитить людей. Король благодарит 7 смертных грехов за то, что они защитили королевство, несмотря на то, что их подставили, и за заботу о его дочери. Король также хвалит свою дочь за то, что она нашла 7 смертных грехов и проявила силу. Элизабет начинает плакать, потому что она не смогла спасти Хоука. Мелиодас говорит Элизабет, что Хоук знает, что она сделала все, что могла. Бен извиняется перед телом Хоука за то, что был груб. Мерлин спрашивает собирателя, что случилось с доспехами, которые она ему дала, и он отвечает, что они сломаны. Мерлин говорит, что сейчас же принесет ему новые. Мелиодас обещает Хоуку больше объедков, если тот вернется. Тело ястреба рассыпается, и из него появляется крошечный живой ястреб. Все радуются, Мелиодас и Элизабет обнимаются, но их прерывает Вероника. Элизабет подбегает к своей старшей сестре и обнимает ее, радуясь, что она жива. Элизабет спрашивает, можно ли им уже вернуться домой, и Мелиодас отвечает, что можно. Позже Мерлин говорит Мелиодасу, что не может найти гроб вечной тьмы. Она рассказывает, что вскоре после того, как он победил Хендриксона, над городом пролетела странная птица. Она летела на юг. Мерлин говорит, что останется здесь и поможет найти гроб. Королевство Леони постепенно восстанавливается. Диана находит короля и показывает ему, что она временно уменьшилась в размерах из-за зелья, которое приготовила Мерлин. Король видит в этом шанс пригласить ее на фестиваль, но вместо этого просит ее позвать Мелиодаса. Диана удивляет его и вместо этого приглашает короля. Джерико расстроена, что у нее больше нет магических сил, но благодарна, что она не монстр. Она обязана этим Бану, но расстраивается, когда думает о нем. Джилла подходит к Джерико, и та говорит, что ей повезло, что она сохранила свои магические силы. Джилла говорит, что обязана этим любви и Газеру, который машет ей из окна дома Джилы. Гелсандер приходит в таверну Кабанья Голова, чтобы навестить Мелиодаса, Бана и Ястреба. Он говорит, что собирается покинуть столицу, потому что чувствует вину за то, что сделал, будучи проклятым. Он говорит, что отправится в другие регионы и поможет тем, кто в этом нуждается. Небо озаряется фейерверками, и Элизабет говорит нам, что ее путешествие в поисках 7 смертных грехов подошло к концу. Во время ужина с королем и ее сестрами Элизабет узнает, что Мелиодас и грехи покидают королевство в тот же день.
Король запрещает ей видеться с Мелиодасом, поэтому она не может с ним попрощаться. Но, к счастью, Мелиодас появляется и говорит Элизабет, что им нужно найти еще одного греха. Он просит ее присоединиться к ним, и она соглашается. Элизабет воссоединяется с грехами.